В особняке бизнесмена Александра Ворона царил идеальный порядок. Белые мраморные полы, зеркальные окна, ни единой пылинки. За этим следила экономка Лидия Павловна. Женщина строгая, холодная, уверенная, что весь дом принадлежит ей. Новой уборщицей стала Катя Орлова, 28-летняя мать двоих детей. Муж бросил ее после рождения близнецов, оставив без копейки. Она согласилась на любую работу, лишь бы прокормить малышей. С первого дня Лидия Павловна встретила ее презрительным взглядом. «Здесь не коммуналка», — процедила она. «Ошибешься — вылетишь». Катя терпела. Работала молча, не жаловалась. Каждый вечер возвращалась в тесную комнату и прижимала к себе детей, Ника и Лешу. Их смех давал ей силы. Однажды ей пришлось привезти малышей на работу, няня внезапно уехала. Она спрятала их в углу, надеясь, что никто не заметит. Но Лидия увидела. «Это что за цирк?» — зашипела она. «Дом господина Ворона, а не приют». Катя попыталась объяснить, но экономка уже решила, от нее нужно избавиться. Когда хозяин уехал, Лидия тихо запер Катю с детьми в ванной, сказав: «Сиди здесь со своими крикунами. Хозяин сам решит, что с тобой делать». Дверь захлопнулась. Катя звала, стучала. Тишина. Воздух становился душным, дети плакали. Она гладила их по головам, шептала: «Тише, родные, мы выберемся». Через час в доме раздались шаги. Дверь распахнулась. На пороге стоял сам Александр Ворон. «Что происходит?» — холодно спросил он. Катя, дрожа, прижала к себе детей. Я не запиралась. Это Лидия». В его взгляде мелькнуло недоверие, потом осознание. В тот же миг появилась экономка. «Господин Ворон», — заговорила она, — «эти дети мешали уборке, я лишь...» «Вы заперли их?» — оборвал он. «Я хотела как лучше». «Вон из моего дома», — твердо сказал он. Когда Лидия ушла, в ванной повисла тишина. Александр посмотрел на Катю. Она стояла босиком, держа за руки сонных близнецов. «Пойдемте вниз», — сказал он уже мягче. В гостиной он спросил: «Почему вы приводите детей?» «Мне не с кем их оставить», — тихо ответила она. «Мы одни». Он долго молчал, а потом произнес: «Значит, с этого дня у них будет своя комната. Кровати, игрушки. Чтобы вы работали спокойно». Катя не поверила. «Вы серьезно?» «Да. В моем доме не будет жестокости». Наутро в особняке появилось 2 кроватки, коробка игрушек и запах свежего хлеба. Дети смеялись, бегали босиком по ковру. Катя работала с улыбкой, впервые за много лет без страха. Иногда хозяин заходил посмотреть на них. Леша дарил ему рисунки, Ника рассказывала сказки. Его холодный дом наполнился жизнью. А Лидия уехала, оставив за собой тишину. Вечером, стоя у двери детской, Александр поймал себя на мысли, что впервые за годы в его доме звучит живой смех. И, возможно, именно это и есть настоящее богатство.